Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Евгений Копатько на связи прямо сейчас. Евгений, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, те, кто нас смотрит. Евгений Эдуардович, начать наш разговор я бы очень хотел с ситуации, которая сложилась вокруг Донецкой области. Но не сколько военный аспект, чтобы вы прокомментировали, а именно, скажем, такой политический и, наверное, где-то социологический. Я объясню, о чем речь. Тяжелейшая ситуация. Зеленский отрицает, что намечается Покровское окружение. Путин давеча говорил о том, что будьте гуманны и будьте гуманны и готовы к большому количеству военнопленных. В общем, ситуация складывается очень и очень таким тяжелым образом. Однако, если посмотреть и постараться масштабировать взгляд на именно Покровскую историю, Покровско-Мирноградскую, то мы понимаем, что при всех там перевесах, при всех тяжелейших боях, там уже сообщают, что ГУР ввел спецназ, чтобы удержать город, условно, неудержание или отступление из-под Покровска открывает новый виток и новую возможность для переговоров. В каком смысле? В том смысле, что на условно-мажорной ноте Россия не будет отказываться от условной встречи Путина и Зеленского или какой-то двухсторонний формат в угоду прежде всего отношениям с Соединенными Штатами Америки. Что касается людей, то тут отдельный момент, который я хотел бы подсветить, потому что очень сложно выглядят боевые действия, и там есть уже прям целая методичка, когда фронт приближается на одно количество километров, там 10-15, это там одно, 20-30 другое. В общем, людей в Донецкой области многие, впрочем, и в военной среде называют ждунами. Получается, их судьба, мало кого интересует. Кто выехал, хорошо, кто не выехал, собственно, можно тихонечко отдать, условно, эти города и садиться за стол переговоров на тех условиях, которые есть сейчас. Прокомментируйте эту ситуацию. Где здесь, есть ли здесь рациональное зерно? На мой взгляд, здесь рациональное зерно относительно, что это все мирно может развиваться, это переговоры будут с Зеленским, подтолкнет его. Я считаю, что скорее нет, чем да. Поясню почему. Начнем с начала вашего вопроса и, скажем, такого выступления, я бы сказал, Александр. Попробую отрефлексировать на него. Первое. На мой взгляд, война будет продолжаться. Еще неделю назад вот эти психологические, военные, дипломатические, политические качели мы качнули так, маятник, что вроде дух Анкорича забыли, и он даже испарился, скажем так, да? Предположим ситуацию. Значит, ни о каком мире речи быть не может. Но тут действительно меняется ситуация на фронте. И смотрите, что получается. Действительно, те сводки с фронтов, которые я смотрю и с той, и с другой стороны, они действительно подтверждают то, что там действительно ситуация очень тяжелая. Это раз. Второе. Исход боевых действий, если это будет естественно, это развивается сейчас не в пользу украинской армии, давайте так говорить, это со стороны, и с той, и с другой стороны мы это видим. Но получается, что на сегодняшний день, не думаю, что это подтолкнет Зеленского. Наоборот, сейчас все заявляют об эскалации, сейчас все говорят о том, что Европа перехватила бразды правления. Просто повторяю те нарративы, которые сейчас звучат. Буду употреблять это слово, бог с ним. Пусть оно рабочее сейчас. Что война еще 2-3 года, ресурсов хватит тоже на 2-3 года, прежде всего человеческих. И вопрос изменений, которые могут произойти на фронте сейчас, они не изменят вообще общий настрой. Я так вижу себе ситуацию. Но здесь есть действительно такие слова, такие высказывания. Это то, что, допустим, Шмуэль Каменецкий, который сказал, что меня все сейчас спрашивают, это о том, что до 15 января таки все закончится. Да? И знаете, на фоне заявлений Трампа таких психологических качелей, которые в принципе могут сбить человека действительно даже разумного, взвешенного, но эти качели: сегодня мы дружим, завтра мы воюем, сегодня мы вообще считаем, что договор будет завтра, а потом мы вводим новые санкции. То есть это не добавляет ни оптимизма, ни, по большому счету, ни уверенности в том, что это решается. Единственное, что я вижу сейчас, это эскалация. Заявление президента России о том, что испытаны новые виды вооружений, о том, что это демонстративное решение. И Трамп тоже демонстративно, президент Соединенных Штатов, сказал, что у нас есть подводная лодка у берегов России, что это. В общем, заявление, пожалуй, это серьезно. Пожалуй, это реально серьезно.
И символические заявления, которые, наверное, прямо влияют на эти все события, это такое вроде подписания в Куала-Лумпуре, казалось бы, далеко, там за несколько тысяч километров, договоренность между Камбоджей и Таиландом о том, что это мир. То есть он здесь действительно заявил себе, если не будет срыва этих переговоров, что вот они бумаги подписали, что теперь Камбоджа и Таиланд будут решать это совместно. Вот показали, как он, как миротворец, решает вопрос. И сегодня же заявление того же Трампа, что мы готовы к миру. А на этой же неделе, вернее, в конце прошлой недели, о том, что переговоров не будет, посмотрим, что Путин скажет через полгода. А на фронте мы готовы дать дальнобойное оружие, его уже поставляют на Украину. И вопрос Покровска сейчас, вы понимаете, мы сейчас возвращаемся в реальность. Он красноармейская, извините, мы будем называть по-нашему, потому что не строила Украина этот город. Ну, давайте так называть. Переименовать они могут все, что угодно. А этот город построили они, если уж так уже на то пошло. И город Красноармейск в данном случае действительно может оказаться под контролем российской армии. А вопрос тех людей, которые ждут и волнует или не волнует их судьба, на самом деле там осталось очень мало людей. Да, они есть. И каждая человеческая жизнь, наверное, для нас это имеет значение. Потому что это, по большому счету, наши земляки. И что бы там ни говорили, как они будут выживать, и будет, я не знаю. Во многом, наверное, это говорит о том, что вот то, что о большом количестве пленных, возможно, о чем сказал президент России, возможно, там ведутся разговоры ведь не только на уровне военных, но ведь есть и переговорщики, есть люди, которые занимаются обменом и так далее. Очевидно, на уровне военных есть какие-то, совершаются какие-то действия, шаги, которые, опять-таки скажу, не на здоровье украинской власти и украинской армии. Я поясню почему. Потому что эти уже соглашения могут быть на линии фронта, не под контролем даже тому же Сырскому и тем офицерам, которые, собственно, посылают людей воевать. На самом деле, вот вы сказали, что там спецподразделения пришли специальные такие, но там же очень много воюет тех людей, которые, по большому счету, и призваны в армию, те, которые, наверное, уже от этой войны устали, и мотивированы, и не мотивированы, это всем хватает. И я завершу свой ответ следующим. Решение на фронте сейчас пока не говорит о том, что, вернее, решение, если там ситуация ухудшится для украинской власти, это не повод для переговоров раз. Давление на Россию оказывается два. Демонстрация военных усилий по пунктам Соединенных Штатов, ну не военных, а демонстрация силы. Вот она, это три, это показатель о том, что сейчас все не очень хорошо. Но с другой стороны, я показываю, что вот тут символический шаг Камбоджа, Таиланд, это то, что вот он принес еще одно мирное решение, скажем так, и вот он выступил реально как миротворец. Посмотрим, как в этой парадигме, как принято сейчас говорить, будут развиваться события. Дмитрий, в США многие утверждают, что война приостановиться или закончиться может путем договоренностей как раз-таки России и США. Этот визит оценивается по-разному. В украинском сегменте аналитики, ну или как аналитики, средств массовой информации, давайте называть так, это трактуется как проявление слабости. Мол, после санкций сразу отправил спецпредставителя, и тут налаживает мосты. Ну, понятное дело, Рубио и Трамп, они же в Азии. Сегодня визит в Японию, был Куала-Лумпур, намечается и грядет, да, в Корее встреча Си Цзиньпина и Трампа, где тоже будут говорить об Украине. Это нам Трамп сам и проанонсировал. Как вам видится то, что сейчас условно происходит в треке договоренностей о там, прекращении огня или как идей о прекращении огня, может ли сорвать наметившуюся какую-то историю с коммуникацией России и Америки? Что конкретно я имею в виду? Сегодня Зеленский заявляет о том, что 7-10 дней потребуется для того, чтобы прописать какие-то четкие планы с Европой. Ну, имеется в виду конкретное, понятное. Все, прекращение огня. Дальше пункт 1, пункт 2, пункт 3 и так далее. Коалиция желающих порадовала заявлениями на выходных о том, что даже в случае прекращения огня будет поддержка восстановления боеспособности ВСУ. Даже заговорили о каком-то миротворческом или многонациональном контингенте, который зайдет в Украину. То есть идеи эти звучат. И мы ждем, наверное, вот этот список 1, 2, 3, 4, 5 плана прекращения огня. Это тоже будет вразрез с условно договаривающимися сторонами России и Америки. И
получится ли сорвать любые договоренности путем представления, ну, вот такого плана коалиции желающих? Ну, смотрите, коалиция желающих точно не в данном ключе не субъект. Это, скажем, скорее всего, британцы, французы. Это вот как вот те модераторы этих событий, которые, ну, вернее, модераторы той повестки, которая сейчас доминирует на Украине. Давайте по пунктам я записал. Трамп-Си, 30 число. По первому. Я думаю, что это прежде всего взаимоотношения Соединенных Штатов и Китая. Смотрите, две символические вещи, на которые я обратил внимание. Договор между Камбоджей и Таиландом. Это вот его как миротворческая миссия. А второе, это то, что там в кулуарах звучало, договор о полном стратегическом сотрудничестве. Я там где-то себе выписку сделал между Малайзией и Соединенными Штатами. Надо сказать, что там не такие простые отношения между Малайзией и Западом. На самом деле заявления малазийских лидеров, там они звучат порой очень вразрез. Ну, особенно там по сектору газа, по отношению к Израилю, там, ко многим вещам. Там очень такая интересная страна Малайзия и интересный курс, который она проводит. Но в последние годы Малайзия все чаще, все больше опирается на Китай. Вот не то, что опирается, а взаимодействие с Китаем, вот этот магистраль, которая от Китая до Сингапура, я уже как-то вам в эфире говорил, там серьезные вещи. Второй момент, вот из этой истории, стратегическое сотрудничество, раз. Второе, Камбоджа сейчас в орбите Китая, чтобы было понятно. Камбоджа в орбите Китая. И Таиланд в орбите Китая сейчас. Я поясню почему. Если еще лет 15-20 назад ключевой поставщик оружия были Соединенные Штаты, в Таиланде, то сейчас Китай больше половины. Дальше колоссальные инвестиции. Одни из крупнейших автомобильных производств, которые строятся сейчас по электромобилям, это именно в Таиланде. Китайские инвестиции. Колоссальные инвестиции. Очень, да, и по данным тех же сингапурских исследований Сингапурского института, опрос в Таиланде показывает, что больше склоняются, они считают, что лидером является Китай, чем Соединенные Штаты. То есть там есть опросы, которые проводят, там, по-моему, раз в году. И там интересные цифры. Тайцы сейчас не то, что там так в полной мере там ориентированы на Китай, но во всяком случае они очень комплементарно относятся значительная часть к Китаю. Дальше Камбоджа во многом зависит от инвестиций китайских, собственно, как и Таиланд. И тут Трамп миротворец, и тут отношения с Китаем, которые будут в переговорах. Я считаю, что это борьба за Юго-Восточную Азию номер один, я считаю, для Соединенных Штатов и Китая. Это столкновение уже, ну, если не равноправных в полной мере, но достаточно равновесных игроков. А Украина в данном случае – это политическое заявление, которое свидетельствует о том, что это тоже будет как инструмент взаимодействия, там, потому что у Китая есть большие интересы в Европе. Украина, опять-таки, это отношения с Россией. Я полагаю, что круг вопросов, которые будет обсуждать Трамп и Си Цзиньпинь, достаточно серьезный. И в данном случае это все-таки уже демонстрация возможностей и аргументов за лидерство, за сохранение тех преимуществ. Потому что плюс у китайцев есть колоссальное преимущество в редкоземельных металлах, и это уязвимая история. А у Соединенных Штатов еще контракт, они сейчас с тайцами тоже подписали договор. Там тоже есть, ну, процентов, по-моему, 6-8, если по данным статистики, запасов редкоземельных металлов. То есть Соединенные Штаты не то чтобы возвращаются, а активизировали свои позиции там. И поэтому в данном случае мой ответ звучит так, что, безусловно, это вопросы китайско-американских отношений, их взаимоотношений. Второе, сфер влияния, которая в Юго-Восточной Азии, и, безусловно, одной из тем разговора будет, безусловно, вопрос, касающийся Украины. Дальше. Контингент, который, да, на этом фоне будут рассматриваться, то, что вы сказали, я себе пункты пометил. Это то, что французы, да, объявили, начальник штаба сухопутных войск сегодня объявил, Франции объявил о том, что французы уже собираются в 2026 году зайти на Украину. То есть это демонстрация. Видите, как только обострение ситуации на Украине, на фронтах, да, так как только удары вглубь, только риски для инфраструктуры энергетической Украины, уже заявление тех же британцев и, в данном случае сейчас французов о том, что они зайдут на Украину. Потом, когда напряжение спадает, они вроде никуда не идут. Но сейчас это заявление уже с некими выделенными сроками. Я не зря в нашей беседе сказал, я не иронизировал по поводу заявления Равина о том, что
15 января все закончится, он разговаривал с серьезными людьми. Просто получилось так, что вот это слово ключевое, у него же есть тоже способ для отхода, давайте так. Я же разговаривал с серьезными людьми и говорил, как вам не пророк, не какая-то. Не, на самом деле это так, пошла волна, ну, слушайте, заявление, на которое обратили внимание. Но если посмотреть немножко по другим углу под эту историю, потому что это, знаете, конкретные сроки, это заявление человека, который, очевидно, что-то понимает и в каких-то кругах вращается, да. Но если эти серьезные люди окажутся несерьезными, то, собственно, и взятки гладкие, понимаете, если там, ну, оказалось, что люди несерьезные после 15 января. То есть там путь для отступления тоже, в принципе, есть некий. Так вот, третий вопрос. Все вразрез, вот то, о чем вы говорили по Дмитрию, по всему. Можно ли разрушить? Да, можно. Я считаю, что Анкоридж это был большой шаг вперед, и я об этом вам в эфире говорил, что это действительно был очень серьезный шаг навстречу. Но противодействие не менее серьезное, Александр. Я понимаю, можно ли сломать? Да, считаю, можно. Но есть еще, на мой взгляд, есть, скажем, такое видение, что по большому счету, если Штаты очень сильно захотят, еще раз я говорю, не демонизируя, не идеализируя, что они там всемогущие, но по большому счету, если они хотят оказать влияние и решить так, как это им нужно, они решат ситуацию с Украиной и с Европой. Это мое глубокое убеждение, оно и остается. Не потому что, еще раз говорю, они всесильны, нет. Просто у них достаточно аргументов, как, собственно, примеры, которые я вам могу привести, это то, что заставили Соединенные Штаты платить 5%, заставили. И одни испанцы остались, и испанцев тоже заставят. И я думаю, что не будут особенно церемониться. Поэтому заявление показывают по факту. Заставили Европу платить за украинский конфликт? Заставили. То есть оборона, платить за конфликт на Украине. Какие вам еще аргументы нужны в пользу того, что Соединенные Штаты могут оказать влияние во многом то, которое нужно? Они просто не могут найти выход, на мой взгляд, сейчас. Вот я в свое время предложил несколько вариантов развития событий. То, что говорят журналисты, аналитики, эксперты. То есть какие варианты на Украине возможны. Первое – это сохранение Зеленского у власти. Я предлагаю такие, это мое частное мнение, да. А люди, может быть, им интересно посмотреть какие-то. Я уже об этом не единожды говорил. Первое – это сохранение Зеленского у власти и как-то там пролонгировать без выборов. Второе – это то, о чем сейчас много говорят и пишут прежде всего британцы. Да, здесь оговорка. Я ссылаюсь только на зарубежные, американские, британские, европейские источники. Второе, это военный переворот, где там приходит Залужный, еще кто-то. Третий – это имитационные выборы, при котором там или Зеленский, или происходит мягкая ротация власти в зависимости от того, как модераторы захотят. Потому что у нас есть существенная оговорка, что британцы подписали с Украиной договор о том, что они там и бюллетени напишут, и помогут в организации выборов. У нас других нет. Но это в случае, если сохраняется этот режим. Дальше, если происходит демонтаж режима или его разворот серьезный, то тут, очевидно, уже другие аргументы, другие истории и, наверное, выборы, там какие-то там внешние управления, мы о чем-то можем говорить еще, о каких-то факторах. Но пока я вижу ситуацию следующую. У Соединенных Штатов, на мой взгляд, достаточно аргументов для того, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Да, сопротивление очень серьезное. Может ли повлиять, скажем, Запад на это? Да, может. Прежде всего британцы и, скажем, европейцы. Да. Происходит ли девальвация слов Трампа? Да, безусловно. Потому что такие заявления, слушайте, в приличной среде, даже среди экспертов, даже если мы спустимся на нашу грешную землю, соберутся ваши коллеги-журналисты или мои коллеги-политологи, социологи сядут, и человек скажет, я сегодня придерживаюсь этой точки зрения, я поддерживаю тебя. Завтра он приходит на ваше второе совещание или на нас и говорит, у меня совершенно другая точка зрения. Как вы к этому человеку будете относиться? Я просто спускаю нас на грешную землю. И в политике такая же история. На мой взгляд, если не будет каких-то шагов, связанных с Россией и Украиной, какой-то конкретики, которые приведут к результатам, то, в смысле, к развороту, к миру, да, то, наверное, тогда мы можем только говорить об эскалации. То, что сейчас мы наблюдаем. Просто пошагово, медленно, очень последовательно каждый день что-то происходит отсечение. Там закрывается граница между Белоруссией и Литвой, закрываются еще какие-то возможности для открытия виз для россиян. Каждый день какой-то шаг. Но мы это проезжали уже с 2014 года. Помните, самолеты, поезда ходили, люди в Крым ездили даже после того, как Крым уже стал частью Российской Федерации. Потом постепенно отсечение, сперва блокаут, потом блокада типа продовольственная, чего, собственно, и подкосила украинскую промышленность и так далее. Также из Донбасса была история. И каждый раз что-то отсекается. Да, Евгений Эдуардович, тут важный нюанс, который нельзя проскочить.
Я бы хотел посмотреть вот на как фактор, да, вот того, о чем вы говорите, желание США развернуть ситуацию в свою сторону. Тут маленькое уточнение. Разворот этой ситуации – это дух Анкориджа. Сегодня сделал Лавров заявление, взяли интервью и, в общем, там отрезали, и полдня шумели, рассказывали о том, что все, как бы Путин принял план Трампа о заморозке и так далее. Да? Ну, потом немножко вчитались, сказали, что нет, договорились в Анкоридже, потом сейчас взяли такую паузу, ну, в общем, согласовываются позиции, но все в духе вот Россия согласна по концепции Анкориджа действовать. Ну, вроде как объяснили, что такого не произошло, как бы переобувание, условно, Кремля в воздухе. Но тут есть нюанс нефтяной. Санкции, которые ввел Трамп, они против нефтянки Лукойл, Роснефть. Трамп перед встречей с Си Цзиньпином анонсировал не только, что будет говорить по Украине, а еще и, возможно, будет договариваться с Китаем, чтобы Китай не покупал энергоносители у России. Сюда же мы присовокупим растущую напряженность в Венесуэле, стране нефтяной прежде всего. Есть сливы американские, что якобы противокорабельные ракеты в Венесуэлу поставляет Россия. Да? Ну, это так, пишут об этом. Понятно, что может какая-то развединформация. И получается, что Венесуэла так или иначе, ну и понятно, там сенаторы там говорят о том, что смотрите, скоро, в общем, Мадуро приготовится, Мадуро пускай уезжает в Китай, в Россию, в общем, будет сухопутная операция. То есть эти слова Трампа восприняты серьезно. И тут возникает вопрос, сколько нефти в этой будет пролитой крови в Венесуэле, ну и, понятное дело, в Украине? Ну, на самом деле, хороший вопрос. Ну, давайте так. Венесуэла – это зона стратегических интересов Соединенных Штатов. В свое время они достаточно много качали нефти оттуда. И по запасам Венесуэла находится, по-моему, в первой десятке стран по запасам нефти. Там, ну, опять-таки, там по сортам нужно смотреть и по возможности. Для американцев, короче, я эту аналитику смотрел, читал и слушал людей, которые понимают в этом. Действительно, это для Америки имеет большую ценность и интерес. Но там есть две страны, с которыми такое напряжение. Это Венесуэла и Колумбия. Там тоже заявление против наркотрафика, против всего. Но представьте, две страны площадью 1 900 000 квадратных километров. Потому что, если мне память не изменяет, площадь Венесуэлы чуть меньше 1 000 000 квадратных километров, а площадь Колумбии, по-моему, больше 1 000 000. Если так, вот по факту. И вот представьте, то есть наземная операция – это серьезное действие. То есть даже не в площадях, даже не в населении. Но это действительно должны быть усилия довольно серьезные. Что поставляет Россия, мы не знаем. Насколько готовы сопротивляться венесуэльцы, я тоже не готов сказать. Но есть, наверное, если это вдруг будет сопротивление, которое как-то будет ощутимо, то это поменяет тактику Соединенных Штатов, безусловно. Потому что они рассчитывают на быстрый кавалерийский наскок, как в любом случае. Как в любом другом случае. То есть ушли в сторону. Так, знаете, Трамп пришел, сказал, мы аннексируем Гренландию. Гренландцы сказали, извините, тему эту забыли, по-моему, мы не вспоминаем. Я, может, утрирую слегка. Второе, Трамп сказал, мы объединяемся с Канадой. Канадцы сказали, да нет, подожди, не стоит. Мы уже даже этого нет уже даже в повестке дня. Но здесь как бы серьезнее, здесь ресурсы, здесь возможности. И я считаю, что на сегодняшний день это как бы очень серьезный вызов. Это, возможно, зона боевых действий расширится в мире, еще появится, вернее, одна точка напряжения. Насколько Соединенные Штаты, на мой взгляд, быстро справятся с ситуацией, как они думают, или насколько она затянется, зависит от шаги по другим направлениям. На мой взгляд, я так думаю. Вот так это мое видение. Потому что в данном случае Соединенные Штаты пока решили в свою пользу ситуацию на Ближнем Востоке. То есть там сейчас напряжение меньше, договоренности есть. То есть они часть ресурсов могут спокойно снять с Ближнего Востока, вот, потому что Иран ослаблен на сегодняшний день. В Сирии там, в принципе, как-то есть какие-то движения, где действует активно Израиль, и арабские страны, в принципе, находятся сейчас такой... И Турция даже смягчила риторику сейчас в отношении Израиля, если так говорить. Поэтому я думаю, что для Соединенных Штатов сейчас это довольно серьезная задача, которая требует решения. И это на этом фоне другие задачи, другие договоренности, наверное, может быть, отложить на какую-то сторону, там, как бы уменьшить противостояние с Россией, там, уменьшить какие-то другие вещи. Но вы сказали о праве, сколько крови и сколько нефти.
А давайте так, когда мы говорим о том же конфликте на Украине, вы что думаете, что только цветная революция была оплачена на 5 миллиардов долларов, да? А мы же с вами помним эту ситуацию Пождевого по Украине. Интересовало, что Соединенные Штаты выбили Россию с энергетического рынка Европы. Что и произошло. Ну, цена крови – это нефть. Цена украинской вот этой всей этого конфликта, российско-украинского сейчас, это, собственно, одна из задач, это то, чтобы Россию выдавить из Европы как основного поставщика энергоносителей. Это случилось. Цена вопроса – это вот трагедия, которую мы сейчас имеем. Вот, пожалуйста, это ответ на вопрос. То есть под разговоры за демократию, за там ценности какие-то 5 миллиардов и договоренности, опять-таки, того же USAID, которые в 2014 году выдали на эту революцию столько-то денег. И закон США 2074 – это закон по предотвращению агрессии со стороны России. То есть это как бы согласно этим документам деньги были как бы предложены и заплачены. То есть уже задача решала там. Не столько демократия, никого не интересовала, ни революция на Украине, ни, ну как инструмент, да, но задачи более глубокие. Решили они на сегодняшний день задачу? Да, они Европу сделали антирусской, по большому счету, минимизировали контакты с Европой, построили железный занавес. И пока там небольшие трепыхания Венгрии и Словакии, то есть я без обид хочу сказать, то есть как бы они все равно в общем ключе действуют, санкции назначают и так далее, ну и там еще мы говорим, сколько там заработали на нефти, сколько на газе заработали, да, это есть, но это несопоставимо то, что было до 2014 года, согласитесь. И поэтому цена вопроса – это война и кровь. И в Венесуэле, на Украине вам показали как. Помимо всех демократических процедур и всего, мы имеем ситуацию, при которой, да, разорваны очень глубокие экономические связи между Германией и Россией. А вы вспомните, что до войны, до второго Майдана, альянс России, Китая и Германии рассматривался как угроза Западу. Потому что вот англосаксонский мир, как писали вот те же британские газеты, аналитики, что ну как, ну слушайте, если немцы объединятся с русскими, то это серьезная история будет. А там очень глубокие связи были, очень глубокие были. Ну вот и что мы в итоге имеем на сегодняшний день. Ну, посмотрите, если на Германию, то, конечно, уму непостижимо, да? Символ атомной, мирного атома Германии, да, атомную электростанцию, Градильни, в общем-то, ликвидировали. Это действительно, скажем, такой германский вопрос энергетический решается в этом ключе. Возникает же другой момент. Китай может пойти на уступки Трампу и ограничить, не покупать российскую нефть, чем ударить по России. И вообще, будет ли Трамп об этом говорить? Ведь мы же слышим Трампа, уже даже привыкли к его, словесным формулировкам, да? То, что он сказал, что, возможно, я попрошу, возможно, это не значит ничего. Но стратегически в эту картину укладывается вот этот, условно, железный занавес не только со стороны Европы, но и со стороны, условно, там, Китая или там других регионов. Потому что выглядит на самом деле ситуация с точки зрения изоляции России, да, угрожающе. Потому что Трамп, то, что вы раскладывали, да, то, что вы анализировали, Трамп в своем азиатском турне, простите, это все-таки знаковое событие, знаковое договоренность. Я об этом не сказал, Александр, да. Давайте попробуем так, что может ли надавить на Китай, на Индию? На Китай, да, думаю, да. Могут быть ли быть последствия для России? Думаю, да. И вопрос такой, что это абсолютно не исключен. Вариант такой, что это может быть мягко решено, там как-то ограничено серьезно, которое сузит серьезно возможности России. Я не исключаю этот вариант, не потому что там китайцы плохие, но что у них тоже есть уязвимые места. И потому что я сейчас не буду рассматривать контекст, я здесь постараюсь так, что у России и Китая есть совместные интересы. Мне нравится подход китайцев, вот с кем я общался, на мероприятиях, в которых я был раньше, там есть довольно много людей, экспертов и политиков, которые считают, что Россия и Китай должны стоять спина к спине. Мне этот подход нравится. Но у нас опять-таки здесь и в России, на постсоветском пространстве считается, что невозможно, что у нас Запад, что мы чуть ли не с китайцами. А слушайте, такое отношение Запада к России, это не, это как бы Китай в этом плане, не то, что сравнить лучшее с худшее, это просто совершенно другое. Если нормально разговаривать и договариваться, на мой взгляд, то вот это решение может быть вполне. Но насколько Китай на это пойдет и насколько пойдет Россия,
ну вот это во многом зависит сейчас от китайцев, потому что 30 числа мы поймем, какие будут серьезные аргументы предложены китайской стороной и американской. Но я вам скажу, вот вы правильно, Александр, обратили внимание, важные знаковые символические заявления. Договор Таиланд-Камбоджа, договор об энергоресурсах, ну, в смысле имеется не энергоресурсов, а стратегических редкоземельных металлах, подписанных в Таиланде, и много чего там происходит. Да, договор о стратегическом сотрудничестве беспрецедентный, как написали в Малайзии, между Соединенными Штатами и Малайзией. Да, это говорит о том, что то, где сейчас укрепляется Китай последние годы, сейчас так резко и очень серьезно зашли Соединенные Штаты с очень серьезными договорами. Может ли это привести к ограничениям там, поставок энергоносителей из России в Китай? Думаю, да. Может ли случиться это с Индией? Думаю, да. В таком случае возрастут ли риски для мира и для улучшения ситуации? Я думаю, тоже да. Потому что вопрос такой, что русские не будут действовать в каких-то способах, в каких-то случаях. Мы уже не единожды это проезжали. Ну тогда русские будут загонять, получается, в угол. А кому это нужно? Я думаю, что здесь президент России будет, я думаю, занимать очень жесткую позицию. С другой стороны, опять-таки, эти разговоры Трампа, я как раз вот вспоминаю то, что, о том, что вы сказали, и вспоминаю, как он сказал, что вот мы нанесем травмы, говорит, да, это даже не оговорка, это Роснефть и Лукойл, да, и посмотрим, что типа не будет действовать, да, посмотрим, что будет через полгода. То есть американцы решили попробовать, а мы надавим вам еще на эту болевую точку. Посмотрим, какие действия будут обратные. Я еще раз говорю, что все заявления, которые сейчас идут, о том, что может ли, опять-таки, заявление о том, что 15 января наступит мир, да, условно говоря, это как бы важная история. С другой стороны, эскалация на фронте, то, что вы говорите, происходит эскалация, может ли подтолкнуть президента Зеленского, как вы сказали, к миру? Не его будут подталкивать, а решения, которые на поле боя, и нужны ли будут ресурсы на войну на Украине. Мы же с вами четко понимаем, как это все происходит и что на самом деле есть. Это же для тех, кто на фронте воюет, это там центр вселенной всей сосредоточен, что вы там ни говорили, потому что там жизни людей. А для тех людей, которые глобальные, это вопрос, это маленький эпизод на карте большого мира, правда? Ведь Украина, многие не знают, где на карте. Ну, Венесуэла будет Венесуэла. Ну, Камбоджа сейчас неинтересно. Почему? Потому что Камбоджа и Таиланд – это символический договор, а тут вам заход, пожалуйста, с козырей. Мы зашли с экономическими предложениями, с инвестициями, с ресурсами. Вот и все. А тут китайцы себя уже более-менее хорошо чувствуют. Ну, вот мы, американцы, сюда зайдем еще. И вмешаемся в этот как бы, процесс, такой вроде налаживающихся отношений в Юго-Восточной Азии. Я думаю, что здесь зацепок и аргументов будет достаточно много, которые и в ту, и в другую сторону. Смотрите, вы как бы вот если брать вот эту рамку, да, и всерьез рассматривать, что условно геополитически вывернется на точку в именно военном конфликте в Украине, предположим, теоретически, да, что действительно там большие люди, серьезные люди из США и Европы, которые общаются с раввинами, они окажутся правы, и действительно произойдет какой-то пакет договоренностей, публичных, непубличных, и просто остановят боевые действия. Пофантазируем. То тут возникает вопрос, а какой будет Украина? То, что происходит сейчас на фоне абсолютного идиотизма, на грани ужаса, который ты испытываешь от того, что вообще может система сделать с человеком. Причем с разными людьми, причем с народом, причем то, что принято называть нацией. Мы видим, как абсолютно спокойно все говорят, война, идем к авторитаризму, ничего страшного. Бусификация – это нужно, это хорошо. По-другому не получится. Более того, было объявление Минобороны. Зеленский, например, сегодня сообщил, что 340 тысяч убитыми и ранеными потеряли в 2025 году россияне. И это, перекрыло всю их мобилизацию, которую они проводят у себя. Поэтому обнулили они, вот этот результат. И это звучит очень громко, очень красиво, очень ярко. Но бусификация в Украине, с ней по-разному пытались обращаться. Выходил Потураев, говорил, это все искусственный интеллект, это враги, это плохо,
это информационная диверсия, это специально русские делают, чтобы надавить на украинское общество. Не верьте, этого всего нет. Но люди, они видят, что есть. И возмущаются, и дерутся с ТЦКшниками. Они понимают, что когда там мужики тащат в бус парня, а женщины пытаются отбить, там Путина нет среди них, понимаете? В этой ситуации. И это не оккупированная территория, это территория подконтрольная Украины. Более того, эти ТЦКшники борзые, эти ТЦКшники чувствуют свою правоту. Много видео появляется, где они говорят: я воевал, а ты 4 года сидел дома. То есть это идет социальный серьезнейший разлом внутри страны. И говорят, что без него не обойдутся. Минобороны будет говорить, помните, эта же тема давно гуляет, сколько у нас там военных пенсионеров. Те мужчины, которые рано пошли на пенсию, в общем, из армии уходят рано. И вот их будут мобилизовать, пытаться. То есть военных пенсионеров на фронт, потому что так и написали: чувствуем необходимость. И условное гипотетическое прекращение огня как повлияет на войну в целом и войну внутри Украины? Как вы думаете? Александр, ключевая фраза, которую вы сказали, действительно, это происходит без Путина. Это на самом деле, как и переворот тоже. Не он его провел на Украине. Понимаете так? И вопрос то, что получается сейчас на выходе, да, возникает новая реальность в условиях войны, где то социальное расслоение, которое уже на других основах в украинском обществе, то, что вы говорили, там военнообязанные или те, кто отвоевал, или те, кто не воевал, те, кто забирает в армию, те, кто пытается спастись, те, кто могут выехать за границу, продолжу вашу мысль, кто не может выехать за границу, кто может себя чувствовать относительно безопасно, имея ресурсы, и те, у которых ресурсов просто нет, и можно это по списку продолжать дальше. Что это новая реальность дает? И что может быть в случае, если что будет с Украиной, как вы сказали? Я думаю, что мир будет не менее тяжелая история, чем война. Я поясню почему. Это не потому, что к нему не нужно стремиться. Еще раз это очень четко говорю, делаю эту оговорку. Это не значит, что не нужен мир. Но что наступит, когда мир? Вот, допустим, в этом условиях вы сказали, там не то, что вы про фантазировали. Фантазия – это не наша, Саша, с нами история. Это речь идет о том, какие могут быть варианты, предположим, мира. Давайте, останавливается война. Замирают боевые действия. Огромное количество вооруженных и обозленных мужчин, которые не понимают цели, к чему мы пришли и чего добились. Мы сейчас, опять-таки, даже Запад выносим и Россию за скобки. Внутри страны. Что мы начинаем чувствовать и делать? Оказывается, нас предали или не предали. Да? Какая договоренность? Перемирие – это значит расхолаживать войска. Это люди должны как-то двигаться, а эти люди достаточно внутри организованы, то есть горизонтальные связи существуют достаточно сильные. И начинается возврат этих людей, что он дает первый, в смысле, на территорию уже там, где не идут боевые действия. Вот. И я вам скажу так, первое – это взрывной род преступности. Это даже не аргумент, это то, что после любой войны, любая криминализация, ситуация уже на других принципах, на других основах, которая будет дальше. Это возможно, если не закроют границы, а границы в таком случае Европа закроет однозначно, потому что это страх, что сотни тысяч людей выйдут, из которых многие перетащат оружие или просто заберут ее там. В Европе там тоже хватает чего где брать. И достаточно организованных и озлобленных людей пойдут туда. То есть вопрос закрытия и не закрытия Европы для Украины. Третий вариант, который риск есть в условиях мира, это конфликты внутри среды. Четвертый вариант, который может быть, это нарушенная вот эта политическая жизнь страны. Причем там оппозиция, она никаким образом не проявит себя. Мы уже с другой стороны подходим. То есть оппозиция, которая в принципе там против войны была, за вот то, о чем говорил, часто там вспоминает сейчас Арестович, о том, что говорил перенастройка Украины, то есть чтобы это не было антирусским проектом. Я об этом вам 100 раз говорил, что, допустим, это демонтаж. Предположим, цитирует его чаще, мне несложно сослаться. Допустим, переучреждение Украины на других принципах. Но тогда это демонтаж всей этой политической настройки, потому что эти люди не смогут демонтировать эту систему, потому что они заточены и живут в другом. Дальше ресурсы, которые будет давать Запад. Это вот теперь это тоже серьезные вещи базовые,
которые в основе лежит финансы. Будут ли финансировать восстановление Украины? Будут ли финансировать какие-то мирные программы? Будут ли финансировать или способствовать возвращению людей? И что, может быть, является стимулом для того, чтобы на Украине возродилась мирная жизнь и были условия? Нужно ли возрождать, сразу проводить выборы, или нужно подождать и оставить внешнее управление? Мы себе набрасываем сразу много вариантов развития событий, много вариантов, которые, в принципе, мы с вами смоделировать не можем. Это мы только так сейчас говорим. Ключевое, будет ли ресурсы на мир, будет ли возможность удержать ситуацию криминогенную и лишение целей большого количества людей. То есть общество мобилизовано на войну. Враг Россия. А в России не враг сейчас. А Россия, допустим, сейчас, мы ушли в сторону, что является стимулом, объединяющим Украину. Я могу предположить, Александр, что достаточно сильным стимулом может быть Евросоюз, который может стимулировать, подчеркиваю, я бы недооценивал этого ресурса. Как в свое время было, вы вспомните, для Украины было важно, это во времена, когда Порошенко был президентом, то есть безвиз, я считаю, это был очень важным знаковым событием для украинцев в то время. Очень важным событием. Что бы мне кто ни говорил. Потому что подождите, Порошенко он не помог. Подождите, не то, что не помог. Это людям помогло как-то общество объединить. Что у вас стоит? Вас же не взяли в Евросоюз, но вам дали возможность для части активного населения возможность свободно выезжать за границу без визы. Эта часть, я подчеркиваю, это не решение всех задач, Александр. Но это важное символическое, на мой взгляд, решение, которое было, которое имело каким-то образом это общество, отмобилизовало, если хотите, как минимум часть его. Что может быть следующим стимулом, которое, быть? Евросоюз, да. Под это можно какие-то ресурсы, под это можно идею, что у нас мир, допустим, это нейтральный статус, но Евросоюз. Такое осторожное предположение. Это может как-то объединить. Я подчеркиваю, это, эфемерно, потому что иногда оказывается исполнителем может быть еще хуже. Вы вспомните, кстати, символическое значение, подчеркиваю, в другой среде, 2013 год. Ассоциация с ЕС. Это же не членство в ЕС, это же вообще была другая история. Но она как повод, это триггер, который поломал страну. Это четко, это не причина. Это повод был. Но тем не менее, какой-то повод может быть, но повод нам не интересует. Нам глубокая причина, которая, как вы задаете вопрос, может ли Украина сохраняться как субъектное государство. Наверное, что-то ей нужно предложить в этом случае. И это что-то будет не изнутри, Александр. Что-то будет извне. ЕС, подождите, нам не предлагают вступать в ЕС. Я еще раз говорю, вы спросили, какие варианты. Я сказал, не предлагают. Так подождите, возможно, предложение есть. Вариант вы назвали только один. То есть заменить цель на Москву, условно, воевать, заменить целью вступления в Европейский Союз. Хорошо, если Европейский Союз это нереально, получается, что остановка войны придет к бесцельности существования страны и существования политической нации, потому что, давайте откровенно, это уже оскомину набила цель в Евросоюз. Эти пакеты реформ бесконечных, эта вся, эта мишура и во время войны большой, и до войны, и это уже просто как белый шум, понимаете? Тем более, многие же уже не живут в сказке, в иллюзии, что посмотрите, какой Евросоюз. Все смотрят, какой Евросоюз, и, при всех плюсах есть плюсы, достаточно трезво на него смотрят. Это уже не кружевные трусики. И пенсии. Помните, как Яценюк нам рассказывал, какие пенсии будут замечательные? То есть все примерно понимают, о чем идет речь, потому что многие женщины с детьми, многие люди повыезжали в Евросоюз, и даже те, которые бегут условно в СЗЧ, пересекают незаконно границу, они же куда бегут? Они бегут туда. А пацаны 18-22, которых отпустил Зеленский, разрешал им выезд, они прибывают. Сейчас пишет Чехия, у нас там рекорды бьют, показатели прибывших украинцев. Немцы уже пишут, поляки, что растет. Уже Евросоюзом особо, евроинтеграцией особо эту морковку не подвесишь перед ослом. То есть получается, что кроме Евросоюза нечем заменить окончание войны украинцам.
Ну, заметьте, не я это сказал. На самом деле, да, мы не путаем туризм с эмиграцией. И в данном случае, если вы меня услышали, у нас нет на самом деле дискуссии, я никаким образом не хочу эту набитую, как говорится, набивающую оскомину фразу о Евросоюзе как идеи. Нет. Вы спросили, какой вариант, что может быть на каком-то этапе как-то не то, чтобы объединить украинское общество, а как-то найти какую-то другую цель. Еще раз говорю, Украина как антирусский проект, как антироссийский существует сейчас. Опять-таки, это не мои слова, но и как бы и мое тоже глубокое понимание. А с другой стороны, еще раз говорю, вы хотите, что, вот допустим, она сохраняет, я же с вами разговариваю, это наш диалог с вами, да, вот допустим, она сохраняет субъектность. Что тогда нужно предложить людям? Я говорю, как один из возможных вариантов, это, возможно, Евросоюз, но это если будет готова к этому Европа. Вы абсолютно правильно говорите. А если откроют границы, уйдут там 400, там 500 тысяч человек, там я же тоже эту смотрю статистику, что пишут люди, которые там уезжают там, в Чехию сейчас, в Польшу, там, Германию и так далее. Вот. И причем молодежь уезжает. Они адаптируются быстрее. Еще раз говорю, Александр, на мой взгляд, Европа их примет очень быстро. Очень быстро примет Европа. Это капля, ну не то, что капля моря, это небольшое количество людей. Причем эти люди готовы быстрее, чем африканцы и арабы, и там с Ближнего, ну, вернее, с Дальнего Востока, еще откуда-то, быстрее как бы вливаться в эту жизнь, быстрее социализироваться, быстрее терять свою идентичность. Я вам как социолог говорю. В социологическом измерении это пройдет, и это будет предложено. Вон пример Польши вам показывает. Социализация огромного количества людей. Они не останутся там под миллион украинцев и будут, скажем, работать на польскую экономику, но из них будут гражданство иметь, это, наверное, будет очень большая ценность. Потому что мы с вами уже говорили, что там, по-моему, с 22 года 33 тысячи человек только получили гражданство. Это не какая-то... Подождите, получается, что... Тут я вижу противоречие. Получается, что идентичность как раз-таки не теряют украинцы, раз им гражданство... Не теряют. Нет, раз им гражданство не дают, раз их не натурализируют, раз они... Ну, понятно, что они там оказываются за границей, но раз к ним так относятся, а польские там политики говорят, а давайте вообще Зеленскому отдадим хлопцев, пускай идут воюют. Получается, что идентичность не утеряна, она сохраняется. Возникает только другой вопрос. Какая это идентичность? В чем смысл сегодня быть украинцем? Ну, это, знаете, это национальная социальная солидарность, да, и вот, ну, как бы там за границей, да. Но Польша, еще раз говорю, то, что, ну, я понимаю, что я последние несколько лет не мог наблюдать, но я в Польше много раз был. Я, в конце концов, там, как бы немножко есть представление, я работал с поляками, там, понимаю, как у них многие вещи, ну, работают, устроены, то есть не претендую на истину последней инстанции. Еще раз говорю, у поляков очень серьезное видение на Украину, на некоторые территории Украины, которые являются с их точки зрения, с их историей, с понимания истории, их историческими территориями. И они их будут со временем, если ситуация изменится и ухудшится для Украины, они просто эти территории будут забирать. Это же не мои слова, это мнение польской элиты. То есть сейчас, в данном случае, это не у повестки. А что будут делать с украинцами, с их идентичностью? Ну, слушайте, было это все уже не единожды проезжали. Ну, будет украинская шляхта, как во времена Богдана Хмельницкого. Кто-то будет лояльным польскому королю, условно говоря, или польскому там, премьеру, кто-то будет нелоялен. Вопрос о том, что потеря в Британии, я же говорю, это опять-таки не мои фразы. Я посмотрел, как британцы. Там, по-моему, 140, порядка 140-150 тысяч украинцев. Все имеют, вот я исследования британские, ну, они как бы публиковали, и поэтому делали аналитику, и говорили, что, слушайте, эти украинцы, которые там живут, это люди, имеющие высокий образовательный ценз, многие имеют научные степени, образование, социализация, и они, в том числе, это британцы говорят, они готовы быстрее отказаться от своей национальной идентичности, принять идентичность британскую. Я только об этом, Александр, сказал. Где-то, конечно, это, человек может верить в это, я не в том, что обесценивая это. Что будет главное? Ведь их самая главная тема будет не национальная идентичность, а социализация в той среде. Вот в чем вопрос, на мой взгляд. И в Польше будет вопрос стоять о том, что они точно там будут, социализация произойдет без Бандеры. Без Бандеры она произойдет. Произойдет без многих вещей. И те люди, которые лояльны, а там же многие сотни тысяч лояльные польские власти, нравится это, кому-то нет. Я еще раз говорю, я не упрощаю, там много есть сложностей. Мы понимаем глубинное отношение поляков к украинцам. Я еще исследования, которые мы совместно делали там, в начале нулевых годов, по степени неприязни, украинцы тогда были в вопросах, там, ну, как бы, тогда были сербы, цыгане, украинцы. Там. Это я вспоминаю там, 20-летней давности опроса. Там.
Ну, есть такие нюансы. Потом это всплеск, это, скажем, война, это поддержка. А отношения глубинные, периодические заявления того же Навроцкого, да, тоже решение польского сейма. Но вот это вот серьезное решение. Поляки тоже шутить не будут. Волынская земля для них это символ. Серьезный. И они это будут дожимать, эту историю. Нравится кому-то это или нет. Не потому что у поляков своя история. Они сейчас на коне, они сейчас банкуют в этой истории. И они будут те правила игры предлагать и навязывать, которые выгодны им. Я беру конкретный случай. Немцы, а сколько украинцев, сотен тысяч людей уже там работает и социализировались. Так они же, Александр, не в первом поколении социализировались. Еще когда по Европе, слушайте, в той же Италии там тысячи и тысячи, десятки тысяч украинцев, которые еще в конце нулевых, в начале десятых годов, это еще до второго Майдана, осели, работают, учатся, у них семьи, совместные семьи, в смысле смешанные семьи, и уже другая. То есть это еще было до второго Майдана. А это процесс, уже есть дорожки протоптаны, уже есть пути протоптаны и в той же Португалии, и в той же Италии, и в той же Германии. Каждая страна имеет свои нюансы. И я думаю, что вопрос такой, мы затронули вопрос, возвращаться люди будут или терять, не то что терять, они могут остаться украинцами сколько угодно. Но вопрос, они будут жить, работать на эту экономику, они будут хотеть стать гражданами той же Италии, той же Чехии. И, в конце концов, еще в 2012 году, это вот Чехия, когда мы были там, они говорят, что там, по-моему, население Праги было чуть ли не до 12% украинских, если мне память не изменяет, которые там жили и работали. То есть это еще задолго до всех этих событий, которые там оседали в Праге, которые там большая диаспора была. Ну, условно говоря, но они же как-то там работают. Поэтому выбор. Вопрос сохранения или потери идентичности, я не знаю. Что может стимулировать людей? Есть и такие вожди, которые есть на Украине сейчас, но это точно не по национальной идентичности. Там враг Россия. А вопрос о том, что когда смотрят украинцы вернутся с войны, а кому принадлежит украинская земля? Она принадлежит уже не украинцам. Вот эта фраза, по-моему, которую там то ли свободовцы говорили, о том, что там ты украинец на своей земле, там ты что, владелец, или такое там, если в переводе взять. Ну и где человек спросит, подождите, где же наша земля? Она у Блэк-Рока, да? Где наше производство? У тех, у других товарищей, которые идут. А что же осталось нам, на самом деле? Чем мы управляем? Мы на своей земле хозяева, да? А оказывается, и земля не наша, и производство не наше, и логистика не наша, и порты не наши. Ну, смотрите, есть наш язык. Сегодня день письменности украинской, да. И вы знаете, ну, это какой-то дикий сюр. Значит, Наталка Сумська прочитала диктант национальный. Победительница львовянка прошлого диктанта раскритиковала вдрызг, в пух и прах. В соцсетях тоже комментируют, мол, не такой диктант, не так прочитала. И мы наблюдаем, как, казалось бы, в день, это абсолютно ритуальная история, ну, день, когда люди отдают должное там, языку, письменности своей, да, это диктант, все хорошо. Опять превратили в скандал. Ну, то есть уже и это, то, что навязывается, то, что сейчас... Ну, смотрите, уже нет русского языка. Ну, если так смотреть на деятельность государства Украина, русский язык уже искоренили. Все. Добавили официальный английский, ввели украинский, с русским языком борются, в общем, его ущемляют, отодвигают. Но это же внутриукраинский вопрос, внутриукраинско-языковой вопрос. И тут точно так же собачатся. Почему? Александр, ну знаете, я в свое время неплохо читал по-старославянски, скажем так. Тексты мог читать и 13 века. Нормально читал. Так вот, что в Киеве, что во Владимире мы говорили, думали и писали на одном языке. Вот для меня это важно. Все остальное, вот это вот по поводу языка, это славянская грамотность и славянская идентичность, которая была на протяжении веков, подчеркиваю, это еще с 13-14 веков. Мы говорили и думали на одном языке. Те, кто произвели дерусификацию, это те же люди, которым до сих пор всем снятся сны на русском языке. И вам в том числе. И тем, кто там говорят сейчас по-украински, пытается, знаете, не знаю, это не идентичность украинская. Это психическая ломка, если хотите, психологическая ломка себя, самого любимого. Отказаться от того, что твое родное.
А для подавляющего большинства людей, которые себя считают или думают, что идентифицируют как украинцы, русский язык является родным, и он им останется до конца жизни. И всем, хотят они, не хотят, президент Украины, там, глава администрации, там, вот те, кто занимаются денацификацией, они будут сниться кошмары на русском языке. Потому что вот такое раздвоение собственное, по твоей собственной воле. Никто не мешал тебе отказаться. И я еще скажу, что вот до этих всех, вот до второго Майдана, все билингва, это было неплохое решение для Украины. И это было не конфликтное решение, я точно могу сказать. И во Львове проводили мероприятия, и в Донецке проводили мероприятия. Еще раз говорю, если люди захотели бы жить вместе, никаких бы проблем в этом не было. Это мое глубокое убеждение. А когда дерусификацией занялись русскокультурные, русскоязычные люди, и многие русские, условно говоря, славяне, давайте так, потому что межэтническими браки не считались между русскими и украинцами. Понимаете, какая история? И вот это сломали. Ну и что теперь? И можно сейчас все что угодно говорить. Для меня корни в другом. У нас общая история, которая касалась, что и во Владимире, и в Новгороде, и в Киеве, и в Чернигове мы говорили до 18 до 17 века на одном языке с вариациями, учитывая даже, что будучи подрадными государствами. В свое время. Это наш общий код. Нравится кому-то это, не нравится. И никому не мешает. И сковорода, и каждому городу нравы и права. Понимаете? Ну, чего там это придумать? Ну, можно с этим бороться. Но все, кто с этим борется, они потом засыпают, и им будут сниться эти сны. На русском языке. Ну, а выводы делайте сами. Мне сложно, Александр, что-либо сказать в этом ключе. Ни я не судья, я не полиция нравов. Но я понимаю, что попытки людей стать другим, когда в этом не было особой необходимости, уважения к украинскому было очень много. Восточная элита пыталась больше быть украинской, чем даже украинцы, которые не выезжали из Восточной Украины. Вы сами, как выходец из Луганска, помните часть нашей элиты, которая очень быстро хотела стать, скажем... И они в этом плане больше, кстати, сделали, чтобы вот эта украинская идентичность новая, которая появилась, как они думают себе. Понимаете? Но это совершенно о других вещах речь идет. Все, что есть в голове, то, что есть в сердце, то, что есть в памяти. Истории у тебя нет, ты отказался от своего языка, от своей культуры. Ну вот, и живите с этим. Евгений Копатько был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света.